Всем привет! Начиная с 2021 года, компания Google начинает удерживать налог в соответствии с налоговой системой США с дохода авторов с других стран. Если вы не предоставите необходимые сведения до 31 мая 2021 года, с вашего дохода, сгенерированного во всех странах, может удерживаться налог по ставке 24%. Именно такое письмо стало приходить блогерам с YouTube. В данном видео хочу поделиться с вами заполнением формы с налоговой информацией. Итак, поехали! Чтобы заполнить форму, нам нужно перейти на главную страницу Google AdSense. Слева выбираем платежи, далее ищем настройки, управление настройками. Открывается следующая страничка, пролистаем ее в самый низ. Находим форма с налоговой информацией Соединенных Штатов. Нажимаем на карандашик, открывается кнопочка изменения налоговой информации. Нажимаем на нее, переходим на следующую страничку, где и добавим налоговую информацию. На данной страничке видим подробнее. Если у вас есть желание, можете нажать на нее и изучить. Ну а если нужно по бырику, смотрите данное видео, делайте точь-в-точь как я, тогда все у вас получится. Для чего, собственно, спросите вы, нужно изменять налоговую форму? Тут все просто. От типа платежей профиля или указанной страны зависит сбор и удержание налогов. То есть ранее с просмотров рекламы на ваших видео снималось до 30%, а благодаря данной форме можно уменьшить процент вплоть до нуля. Продолжим. Нажимаем кнопочку «Добавить налоговую информацию». Нам необходимо ответить на несколько вопросов, а также заполнить вручную. Важно заполнять все английскими буквами и цифрами. Другим языком можно заполнять только если Google предоставляет нам выбор. Итак, физическое лицо или юридическое? Я выбираю физическое, так как работаю на себя. Если вы компания, выбираем юридическое. Являетесь ли вы гражданином или резидентом США? Нет, не являюсь. Выберите налоговую форму W8ECI и самая, наверное, распространенная W8BEN. Если вы когда-то работали со стоками, то с данной формой уже знакомы. Форма заполняется физическим лицом, зарегистрированным за пределами США. Благодаря ей можно запросить льготы, чтобы не облагать двойным налогом. Если вы сомневаетесь, какую выбрать, вот вам маленькая подсказочка. Можете поставить на паузу и прочитать. Поехали дальше. Открывается налоговая форма. Здесь частично заполняется вручную. Имя физического лица. Пишем имя и фамилию. Коммерческое название компании оставляем пустым. Выбираем страну проживания, которая указана у вас в паспорте. Индивидуальный номер налогоплательщика. ТИН — это тот же идентификационный номер, что и у нас, только в США. Переписываем цифры с нашего кода. Идентификационный номер налогоплательщика США оставляем пустым. Нажимаем «Далее». Адрес постоянного места жительства. Ставим галочку. Выбираем нашу страну по паспорту. Первая строка адреса вписываем наш квартал проживания, дом и квартиру. Вторая строка адреса вписываем район. С городом, надеюсь, все понятно. Пролистаем чуть ниже. Из списка выбираем область. Вписываем индекс. Если вы его не знаете, можете прогуглить. Далее ставим галочку «Почтовый адрес» и адрес постоянного проживания совпадает. Нажимаем кнопочку «Далее». Соглашение об избежании двойного налогообложения. Получатель платежей может иметь право на налоговые льготы. Да, нажимаем, если вы являетесь резидентом страны, с которой у США заключены соглашения об избежании двойного налогообложения. Украина такой является. Что касается вашей конкретной страны, уточните данную информацию. Ставим галочку «Являемся резидентами». Выбираем страну, специальные налоговые ставки и условия их применения. Здесь нам приведены сервисы, на которые распространяется снижение процентной ставки или вовсе освободиться от налогов. Форму W8BEN скорее всего придется обновлять раз в несколько лет. Чтобы не пропустить свежие новости и как заполнять в будущем данную форму, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если данное видео вам помогло. Для вас это ничего не стоит, для меня же это огромная благодарность от вас и мотивация делать в дальнейшем новые интересные ролики. Продолжим. Нажимаем галочку «Сервисы AdSense». Выбираем статью и пункт, он здесь один.
Выбираем налоговую ставку 0%, пониженная ставка. Напомню, это для Украины. Для России и Белоруссии, скорее всего, аналогично. Но если вы допустите ошибку, Google автоматически поставит 24% от ваших доходов. Кинематограф и телевидение. Также выбираем статью и пункт, вот здесь один. Налоговая ставка 10%, пониженная ставка. Аналогично выбираем авторские права в других сферах. Также везде дублируем галочками, что мы являемся резидентами страны, которая подпадает под действие избежания двойного налогообложения. Нажимаем кнопочку «Далее». Вуаля, почти все готово. Так будет выглядеть форма W8BEN, когда вы все заполните. Наша задача проверить все формы на наличие ошибок. Не ленитесь, обязательно пройдите каждую. Где-то забудешь поставить букву или сделаешь ошибку. После того, как проверили, ставим галочку «Я подтверждаю, что проверил». Нажимаем «Далее». Если вы не заполните данную форму до конца мая, вам автоматически поставят 24%. Поэтому советую поспешить и за считанные минуты все сделать. Если вы хотите получить свои деньги в этом месяце, отправить форму нужно до 20 числа данного месяца. Ставим нашу электронную подпись, где даем согласие на передачу сведений из этой формы. Ваше имя указано в разделе «Подпись», и вы подписываете эту форму от своего имени. Да, мое имя указано в разделе «Подпись». Нажимаем «Далее». Если долго будете заполнять, выскочит вот такой вот спойлер. Срок авторизации истек. Обновите страницу и повторите попытку. В таком случае вам придется обновить и проделать операцию заново. Все, что заполняли ранее, удалится. К сожалению, других вариантов нет. Вели ли вы какую-то деятельность на территории США? Ставим «Нет». Также ставим галочку, что услуги будут предоставляться исключительно за территорией США. Следующее. Получали ли вы платежи через платежный профиль, для которого предоставляете налоговую информацию? Ставим «Я предоставляю налоговую информацию для существующего платежного профиля, который вы уже использовали для получения платежей». Далее ставим галочку, что вы осознаете ответственность и предоставленные вами данные не изменялись с 1 января 2020 года. Если у вас есть какие-то изменения, то заполняем следующую строчку. Нажимаем «Отправить». Если все сделали правильно, сразу же получаем одобрение. Также письмо придет на вашу почту и статус в платежах дополнится обновленной формой. На этом у меня все. Задавайте вопросы, если что-то непонятно, а также ставьте лайки или дизлайки. Так я с легкостью пойму, у кого получилось, а у кого нет. До новых встреч. Пока-пока.